Добрый день, мир вам, любовь, радость у Господе нашем Иисусе Христе. Сегодня хочу озвучить свою позицию об удерживающем теперь. Ранее я снимала видео, как я искала это, на что я ссылалась, как по ссылкам переходила. Может, это было чуть-чуть неудобно, и поэтому сегодня я хочу озвучить все свои мысли, удерживающие теперь. Это видео меня побудило записать множественные заблуждения, неправильное понимание этого вопроса и то, к чему это непонимание уже привело. Привело оно к неоднократному и в прошлом веке, и в этом веке до скорбному исходу, восхищению части народа Божьего, считающего себя более достойными, чем апостолы и остальные дети Христа, живущие и умершие. Умершие, кстати, по слову мы знаем, что должны быть подняты раньше, чем мы, оставшиеся в живых. Это привело к желанию уйти с земли во избежание гонений, а также к незнанию, к назначению дат ожидаемых событий. Вооружаюсь, как всегда, верой и словом Господа нашего Иисуса Христа. И также прошу Духа Святого помочь мне открыть ваши сердца, глаза, уши для сказанного, а также терпение дослушать. Итак, начнем. Слово, удерживающее в Новом Завете в синодальном переводе, упоминается и используется только один раз. Во втором послании к фессалоникийцам, стих 7. «Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь». Этот стих уже знают все, наверное, наизусть. Многие, как и я, раньше наделяли и сейчас продолжают наделять этот стих следующим смыслом. Первый вариант. Дух Святой, который перед открытием Антихриста вместе с народом Божьим будет взят с земли. А Господь, конечно же, не допустит, не оставит своих детей без его присмотра. Или следующий вариант. Архангел Михаил, который оберегает народ Божий, вместе с ним будет забран. Или еще вариант. Отдельно народ Божий, который не будет оставлен на поругание Антихристу и на тяжелые испытания, которые грядут на землю. Еще есть много вариантов, но я с ними мало знакома, не глубоко, из-за ненадобности, так как вопрос об удерживающем и о доскорбном восхищении я уже закрыла. Господь закрыл для меня. Почему же я изменила свое мнение об этом? Далее расскажу. Я стала искать в слове правду после того, как я 20 сентября, 20 или 25, не помню, вместе со всеми не восхитилась. Я стала искать истинный смысл написанного и добралась до построчного перевода текстов Библии с греческого языка, на которые были переведены в том числе самые ранние варианты текстов посланий к нам, Евангелие, Старый Завет. Так Господь вообще открыл мне подстрочный перевод Библии. Слава Богу. Так вот, в подстрочном переводе с греческого слова удерживающий уже употребляется дважды. В синодальном переводе только один раз, в подстрочном переводе уже дважды. И первый раз не в 7 стихе, как в синодальном, а в 6. И теперь-то значит, синодальный перевод. «И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему, сыну погибели, в свое время». Так звучит синодальный перевод. Греческий, 6 стих. «И теперь, то удерживающие знаете, до обнаружения его в свое время». Заметьте, в синодальном переводе слова «удерживающие» нету. Следующий стих, 7. «Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь». Греческий текст. «Так как тайна уже действует, беззаконие только удерживающий сейчас, пока из среды появится». Заметьте разницу. В синодальном переводе «будет взят», в греческом переводе «из среды появится».
Полностью 2 стиха в построчном переводе звучат так. И теперь то удерживающее знаете, до обнаружения его в свое время, так как тайна уже действует беззаконие, только удерживающий сейчас, пока из среды появится. Далее я сделала выписку, кому будет интересно, значение слов. Каждое слово, что означает смысл, толкование. Толковый такой маленький словарик сделала для вашего удобства. И если вот эти все значения подставить, добавить в текст, смысловые значения к написанному тексту, все будет читаться вот таким вот образом. И теперь, ныне, то удерживающее, держащее, задерживающее, овладевающее, знаете, видите, до обнаружения, открытия, раскрытия, обнажения, явления его в свое время, срок. Так как тайна, секрет таинства уже действует, делается, производится, только удерживающий, держащий, задерживающий, овладевающий сейчас, пока из среды, середины, центра, находящегося посреди, появится, станет, родится, произойдет, наступит, придет. Что получается? Во времена первых христиан удерживающий по тексту был им ведом, знаком. И теперь то удерживающее знаете. Потом он был сокрыт. Есть смысловое отсутствие удерживающего. Или убран. Куда-то пропал до обнаружения его в свое время. В свое время, я так понимаю, наше время, потому что мы живем в последнее время. Мы должны это увидеть до обнаружения его в свое время. Мы его обнаружим, мы поймем. Когда придет время, мы поймем, что это удерживающий. И когда удерживающий не будет взят, а из середины появится, тогда и откроется беззаконник. То есть это то, без чего беззаконник открыться не может. Это в корне опровергает все и в первую очередь первых 3 теории, о которых я говорила в начале, о взятии Духа Святого, о взятии Архангела и народа Божьего, да и вообще всего возможного, так как ничего взято по слову не будет. Удерживающий по слову должно появиться. У меня, конечно же, есть свои предположения, что это может быть, что не дает, без чего не может открыться человек грехам. Но это только мои предположения. Я не имею четкой уверенности, что это то. Но я знаю, что это будет нам открыто. Я думаю, что это может быть место, где он должен воссесть, а его пока нет. Что это может быть ковчег завета, без которого он не может явиться к Израилю. Это главная его святыня. Они верят, что Машиах им должен явить ковчег завета со скрижалями и с посохом Моисея. Это может быть Римская империя, ее возрождение или подобие Римской империи. Но это маловероятно для меня. Это может быть хаос, которого еще и нет. Я не знаю. Я очень хотела бы, если вы со мной согласны, услышать ваши варианты, что может появиться, что не дает Антихристу прийти. Я вам очень благодарна за то, что вы меня послушали, дослушали. Пусть вас Господь благословит. Слава Ему во веки веков, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь.